Существует один, самый главный, самый эффективный и без исключения работающий принцип похудения – это принцип отрицательного энергетического баланса. То есть потреблять меньше, чем тратишь. Я об этом говорю всегда, но это не значит, что нет нюансов, которые влияют на то, что один человек почти голодает и не худеет, а другой ест чуть ли не в 2 раза больше и сохраняет фигуру Аполлона. Почему это происходит? С чем это связано? Как понять, что делать? В этом ролике я расскажу о 10 ошибках, которые совершают люди в стремлении похудеть. Сейчас на экране вы видите отзывы моих пациентов, которые прошли со мной курс интервальное питание и смогли похудеть. Первая ошибка – это считать, что диеты и подходы к диете могут быть универсальными. Это не так. Нужно понимать, что по скорости сжигания калорий все люди отличаются примерно в 10 раз. Если рассматривать на примере сжигания жира, то одни люди могут сжигать жир 0,15 граммов в минуту, то другие люди за это же время могут сжигать 1,3 грамма жира. А наиболее тренированные могут сжигать 1,5, а то и более граммов жира в минуту. Я этот пример приводил ранее, но этот пример очень наглядный. Мы играем с женой в большой теннис. У нас всегда одинаковые гаджеты по подсчетам калорий. И вот за час игры в большой теннис мы сжигаем разные килокалории. Мы двигаемся примерно одинаково. После часа игры моя жена сжигает примерно 250-300 килокалорий, а я сжигаю 500-600 килокалорий. Какие факторы на это влияют? Первый – это, конечно, как доктор тибетской медицины, я скажу, это конституция человека. Существует 3 конституции – это люди ветра, желчи и слизи. Так вот, люди ветра сжигают калории намного быстрее, чем остальные люди. Люди желчи средне, а люди слизи очень медленно. Предвосхищаю ваш вопрос, как можно узнать конституцию свою, самый достоверный способ – это на приеме у врача тибетской медицины по пульсовой диагностике. И вот, фиксируем. При одинаковых физических нагрузках калории у разных людей тратятся по-разному. Получается, и диеты не могут давать один и тот же результат у разных людей. Второй фактор, который влияет на скорость сжигания калорий, это максимальное потребление кислорода. Чем выше максимальное потребление кислорода у человека, тем выше у него скорость сжигания калорий. Максимальная скорость сжигания жира наступает при нагрузках малой или средней интенсивности. В диапазоне примерно от 45 до 75% от максимального потребления кислорода. У меня здесь есть ролик про важность кислорода и про максимальное потребление кислорода. Если вы посмотрите этот ролик, вы вообще поймете, что такое максимальное потребление кислорода. И это вообще важный момент, который влияет на продолжительность жизни, на здоровье организма нашего. И третий фактор – это количество митохондрий. Митохондрии – это внутриклеточные органеллы, это энергетические станции нашего организма. И еще их называют жироплавильными печами. Поэтому чем больше этих митохондрий, тем быстрее такой организм сжигает жиры. Количество митохондрий тоже у всех у нас отличается. У тренированных людей, у кого количество мышечной массы больше, они, конечно, имеют намного больше количества митохондрий. А у тех, кто не тренируется, у кого мышцы атрофированы, у кого работает только позотоническая мускулатура, у них количество митохондрий намного меньше. И такой организм не может сжигать жиры быстро. Поэтому мы видим, что разные люди, соблюдая одну и ту же диету и имея одни и те же физические нагрузки, могут худеть по-разному. Это зависит от исходных данных. И это значит, что если какая-то диета помогла вашему другу, маме, соседке, папе и кому-то еще, это не значит, что эта диета поможет и вам. Вторая ошибка – это считать, что какая-то диета может вам помочь похудеть. Особенно жесткая диета. Самый логичный и быстрый путь к похудению – это перестать есть. И таких диет очень много. И многие люди на них сидят. И это такие потухшие, обессиленные, раздражительные, злые, голодные люди, но при этом они худеют. Быстрые диеты чаще всего подразумевают несбалансированный рацион. Ваш организм не получает необходимые микроэлементы, витамины, минералы и так далее. И такая диета в конечном счете приводит к срыву, потому что они борются, наступают себе на горло.
И это всегда заканчивается. И люди сдаются, набирая свои килограммы обратно, и плюс еще несколько килограммов в придачу. Нужно учесть тот факт, что при любой жесткой диете через некоторое время организм входит в режим энергосбережения. И эта диета может перестать работать. Третья ошибка. При похудении не учитываются очень важные физиологические механизмы нашего организма. Я уверен, что многие люди о них даже и не знают. Первый механизм – это снижение чувствительности вкусовых рецепторов к сладкому и соленому. У людей с избыточным весом нарушены вкусовые рецепторы к сладкому и соленому. Им вся еда кажется пресной. Они хотят больше добавить сладкого. И в конце концов у них появляется зависимость от сладкого. Второй механизм – повышенные уровни инсулина. И у этих людей после еды происходит резкий скачок уровня глюкозы, что вызывает зверский аппетит. Снижение чувствительности к лептину. Лептин – это гормон, вырабатываемый жировой тканью. У людей с избыточным весом увеличение уровня лептина не снижает им аппетит. Например, человек без избыточного веса набирает 2-3 килограмма, и у него повышается уровень лептина, и физиология его блокирует его аппетит. И он естественным образом за счет собственных сил меньше начинает есть. Четвертая ошибка – это пренебрежение биоритмами собственного организма. Те из вас, кто смотрит мои ролики, уже, наверное, знают, что я всегда говорю, что с точки зрения тибетской медицины важно не что мы едим, а во сколько мы едим. У нас существует 24-часовой биологический ритм. Этот циркадный ритм, он синхронизирован с ритмом смены дня и ночи. У меня есть ролик про завтрак, обед и ужин. Чтобы не повторяться здесь, посмотрите эти ролики. Резкое увеличение физической нагрузки, то есть расхода энергии, без изменений питания. Среди моих пациентов очень много людей, в основном это молодые люди, которые говорят, что я не буду ничего менять в питании. Мне нравится ходить в рестораны, я люблю ужинать с семьей после 20, но я хочу похудеть за счет увеличения расхода энергии. Я буду сидеть целыми днями на велотренажере, буду бегать, плавать, проводить время в спортивных залах. Конечно, хорошо, когда вы активизируете внутренние процессы в организме, а не замедляетесь, у вас растет выносливость, тренированность, но все время находиться в зале или крутить педали не получается. Просто не хватает времени. Пренебрежение белками. Недостаточное потребление белков. Правильное питание подразумевает сбалансированное потребление белков, жиров и углеводов. А при похудении вообще наличие белка начинает иметь особую важность. Есть базовое правило рационального питания. Это потребление белков от 1 до 1,5 грамм на килограмм тела человека. А при похудении многие люди убирают белки, начинают питаться салатами. Вы можете съесть миску салата, наполнить свой желудок, но при этом ваш организм будет страдать от нехватки белка. Это будет выражаться тем, что через какое-то время у вас начнут выпадать волосы, сыпаться ногти, потому что мы являемся белковой формой. Мы сами, наш организм – это белки, белок огромный. И белок является неотъемлемым и незаменимым строительным материалом. Наш организм все время обновляется, а при похудении он начинает обновляться намного быстрее, и ему строительные материалы становятся нужнее. Отказ от жиров. Жиры нужны для здоровья нашего организма. От 0,7 до 0,9 грамма жира на килограмм веса тела обязательно. Есть такое правило. Если вы не будете есть жиры, то вы будете много есть углеводов. Поэтому при правильном питании, особенно когда мы худеем, мы обязательно должны употреблять достаточное количество жиров. Жиры дают нам быстрое чувство насыщения, а главное продолжительное. Поэтому, когда мы потребляем достаточное количество жиров за завтраком и за обедом, мы без труда можем пережить долгие паузы между приемами пищи. И мы отказываемся от перекусов. А перекусы – это зло. Это те калории, которые многие люди не считают. Но кто считает маленькую пироженку, которые были съедены с кофе в разговоре с подругой? Жиры бывают насыщенные и ненасыщенные. Насыщенные жиры в основном нам перебивают аппетит, дает возможность отказаться от перекусов. А вот ненасыщенные жиры, они помогают нам избавляться от своих внутренних жиров, потому что это полезные жиры. Если их употреблять в достаточном количестве, они
увеличивает рецепторы на клетках, и эти клетки начинают очищать кровь от липопротеинов низкой плотности. Этот механизм работает 100%. 8-я ошибка. Недостаточное потребление клетчатки. Это примерно 30 грамм клетчатки в день. Как мы уже сказали, что белки обязательны, жиры обязательны, за счет чего мы должны создавать дефицит? За счет углеводов. Вот все наше внимание должно крутиться вокруг углеводов. Углеводы у нас бывают простые и сложные. Как вы сейчас понимаете, что мы должны отказаться от простых углеводов, если все-таки мы хотим похудеть. А вот насчет сложных углеводов, а клетчатка является составной частью сложных углеводов, мы должны употреблять натуральные сложные углеводы. Цельнозерновые, крупы, овощи, грибы, бобовые продукты и вообще фрукты и так далее. Клетчатка является неперевариваемыми растительными волокнами. Так как не переваривается, она не усваивается, значит, да? Если не усваивается, не дает калорий. Значит, эти продукты, они низкокалорийны, даже являясь углеводами. Но при этом она является кормом для нашей микрофлоры кишечника. Она питает наши полезные бактерии, что вызывает в ответ на это выработка этой микрофлоры полезных веществ, короткоцепочечные жирные кислоты, которые участвуют во всех обменных процессах нашего организма и ускоряют обменные процессы. Плюс еще один такой очень важный момент. Клетчатка бывает растворимой и нерастворимой, а вот растворимая клетчатка, она как бы, попадая в кишечник, она набухает, служит как абсорбент. Она абсорбирует лишние жиры, лишние какие-то токсины, желчь, и все это выводит. 9-я ошибка. Чрезмерное увлечение здоровыми продуктами и подсчетом калорий. Многие мои пациенты говорят, что я питаюсь правильно, ем здоровые продукты, считаю калории, но не худею, а даже иногда набираю. Вся эта теория калорий не работает. Во-первых, погрешности в расчетах затраты энергии. Когда мы сбалансируем свое питание, мы должны рассчитать, сколько энергии мы за день тратим. Но точные расчеты можно сделать только в лабораторных условиях методом прямой или непрямой калориметрии, а вот все другие методы расчета – это приблизительные. Во-вторых, ошибки при учете потребленной и усвоенной энергии. Мы не можем учесть все нутриенты с точностью до граммов и энергетическую ценность этих нутриентов с точностью до калорий. И третье. Почему-то многие люди не учитывают калорийность здоровых и полезных продуктов. У нас есть такое подсознательное убеждение о том, что все хорошие и полезные продукты можно есть без ограничений. Например, возьмем оливковое масло. Это, безусловно, полезный продукт, но 100 грамм оливкового масла содержит примерно 900 килокалорий. Но если мы будем лить оливковое масло во все блюда, то сами понимаете. Если вы посмотрите все эти 9 ошибок и осознаете, поймете их, то качество ваших действий станет совершенно другим. Вы начнете учитывать свои физиологические особенности. Да? Если у вас есть действительно избыточный вес, то вы обратите внимание на те вещи, которые вы не обращали ранее внимания на это. Если вы пользуетесь одними из этих методов, о которых я говорил, и не получили результатов, и думаете, что эти средства не работают, то на самом деле это все работает. Только вы совершаете просто ошибку. Я считаю, что любой человек с избыточным весом может похудеть. Но для этого надо себе дать время адекватное. Это не 20 дней или 1 месяц, а от полугода до года. На самом деле считается, что похудение правильное – это когда мы теряем 1,5-2 килограмма в месяц. Вот и считайте, за год вы можете потерять 20 килограммов. И второе, похудением считается тогда, когда человек достиг нормального уровня индекса массы тела, и это держится у него 3 и более года.